Около 3 недель назад на моем канале вышел обзор на вкладыши, которые мне очень зашли. Но они были адаптированы только на китайский рынок, и, наконец, с 20 июня стартовали продажи в России глобальной версии, которую я хочу вам представить вместе с рассказом об опыте использования обеих версий и их различиями. Автономность до 22 часов с зарядным кейсом и 4 часа без. Удобное сенсорное управление этапами, активное шумоподавление, интеллектуальное определение посадки наушника в ухе для точной и качественной передачи звука, драйвера LCP на 14,3 мм, что стандартно, кстати, для Huawei. Они всегда запихивают большие драйвера для хорошего звука. Мультипоинт до 2 устройств и управление через приложение. Это я все вам говорю о глобалке, потому что китайская версия отличается. Но обо всем по порядку. Плюс ко всему, они очень удобно сидят в ухе. Физически одинаковые. Сейчас все расскажу. Tube 912, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, обзоры максимально краткие, информативные. Я ценю ваше время, вы поддерживаете меня лайком. Раз в месяц за лайк, подписку и комментарий к любому видео я разыгрываю 5 Mi Band 6 серии на стриме онлайн. Плюс еще минимум 6 девайсов. Все условия в описании. А теперь кратко о беспроводных наушниках Huawei FreeBuds 4. Коробка абсолютно идентичная Huawei FreeBuds 4 китайской версии, только напечатано все на английском. Китайские побывали у меня на руках первыми. Ссылку на обзор прикрепляю в правом верхнем углу. В комплект входят сами наушники, зарядный кейс, кабель для зарядки USB Type-C и краткое руководство использования с инструкцией. В них часто присутствует русский, но не всегда. Запаха клея нет, только отдушка от картона, но это совершенно не критично. Комплект стандартный, все уложено красиво, за счет чего все это приятно открывать. Перейдем к зарядному боксу. Изготовлен бокс из глянцевого пластика, очень маркий, но на белом это не столько видно, поэтому не страшно. Но быстро собирает коцки, нужен чехол. Поставляется в России только в двух цветах, серый и белый. И пока к нам шла глобальная версия, в Китае уже вышла версия красного цвета, выполненная из такого же матового пластика, как и серая. И на мой взгляд, смотрится она, конечно, очень круто. Когда в России появится, советую пойти и посмотреть. На корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, кнопка для первичного сопряжения, световой индикатор заряда и изображение логотипа Huawei. Люфт у крышки есть, хотя он практически отсутствовал у китайской версии. Возможно, это и незначительно, и, если честно, наверное, не каждый заметит. Но факт остается фактом. Их по-разному крепили. Может быть, конкретно у моего экземпляра так. Аналогичная ситуация была с китайской глобальной версиями Redmi Buds 3 Pro, обзор на который вы, кстати, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Там вообще критика, то что у глобальной версии на данный момент даже программы нет и нет возможности менять режимы активного шумодава и прозрачности. Здесь хотя бы все функции одинаковые. Также хотелось бы добавить, что тактильный материал хуже и дешевле, чем у той же китайской версии серого цвета. Опять же, потому что серая версия из матового пластика. Глянец, что в глобале, что в Китае одинаковый. Бодрый хлопок ожидает нас при закрытии кейса в обоих случаях. Одной рукой открывать довольно просто. Наушники из бокса вылетают только если долго и усердно трясти бокс. Внутри кейса располагаются два вертикальных места под наушники, в каждом из которых по 2 контакта для зарядки. А на крышке немного информации на китайском, которую разглядишь только с помощью лупы. Габариты бокса небольшие, а именно 58 мм диаметром и 21 мм он толщину. В кармане не мешается, но помним, что с ключами лучше это дело не носить, быстро поцарапается. Весит он на 1 грамм меньше, чем китайская версия, собственно 38,6 граммов. И этому есть объяснение, о нем вы узнаете далее. Емкость аккумулятора составляет 410 мАч, от 0 до 100% заряжается он за 1 час. Беспроводная зарядка бокса лично у меня не срабатывала, может поэтому и есть различия в 1 грамме, и вполне возможно они это даже сделали с точки зрения определенного рода безопасности, либо долговечности, потому что у китайской версии есть небольшой саморазряд. Кстати, в китайской версии беспроводная зарядка в наличии, изначально при зарядке не срабатывал индикатор, но после обновления этот недочет исчез в китайской версии. В русской версии, которую у нас продают, индикатор работает сразу, но опять же только когда по проводу заряжаете, потому что беспроводной, повторяюсь, пока нет. Идем дальше. 15 минут зарядки выдают 70% заряда, за счет чего они отыгрывают 2,5 часа. Такая вот быстрая зарядка довольно неплохая. Саморазряд есть, но незначительный от слова совсем. То есть я его даже в процентах вам не скажу. Он ощущается, если ты сутки их не трогаешь, но минимально. Вкладыши изготовлены из такого же глянцевого пластика, как и кейс. Некоторые элементы более острые, чем у серых наушников, но они не такие же марки, и на них не так видны отпечатки из-за цвета. На корпусе расположена сенсорная панель управления этапами, микрофоны и 2 не выделяющихся благодаря дизайну контакта. Габариты ушей не маленькие, 41 на 16 на 18 мм, а вес одного наушника 4,1 грамма. В ухе сидят удобно, вес не ощущается. При занятиях спортом из ушей лично у меня они не выпадают, из рук выскальзывают, правда, знатно. Опять же, у кого-то там они потные, у кого-то нет, но сейчас
сейчас лето, у большинства не потные. Вкладыши имеют шумоподавление версии 2.0, что бы это ни значило, но оно хорошее. Со своей задачей справляются хорошо, но, конечно же, только для такого форм-фактора наушников. Это вам не затычки. Здесь пассивного шумоподавления нет, которое обычно с активным вместе работает. Здесь только активное. И как активное шумоподавление, мало того, что оно ощущается, оно реально лучше, чем некоторое пассивное. Каждый наушник оснащен собственным усилителем мощностью басов. Большим 14,3 мм динамическим драйвером LCP и обладает частотным диапазоном до 40 кГц. И не надо мне в комментах писать, что люди слышат до 20 кГц, потому что есть еще затухание, и это все делается для того, чтобы вы не слышали перегрузок на высоких. Плюс еще для микродетальности еще многих всяких штуковин, которые вам могут рассказывать аудиофилы, но по факту, чем больше, тем лучше. Это реально работает. Все топовые производители аудиофильских устройств так делают. Из тапов есть вызов голосового помощника, переключение музыки, управление вызовами, выключение и включение режимов шумоподавления, плюс регулировка громкости. Со смартфоном сопрягаются быстро, особенно со смартами Huawei, так как только на телефонах этого производителя есть анимация, что значительно ускоряет процесс. Но, еще раз напоминаю, что даже в китайской версии это дело выпилили с новой прошивкой, то есть ни в китайской, ни в глобалке этого дела нет. Заряд наушников в шторке виден везде. На борту мультипоинт, но больше двух устройств не подключить. В принципе, так же, как и у многих ТВС-ок с наличием данной функции. Кстати, топ-10 беспроводных наушников с поддержкой мультипоинта вы можете увидеть по ссылке в правом верхнем углу экрана. Но там не все ТВС-ки с чистым вариантом мультипоинта. Допустим, у AirPods Pro мультипоинт наоборот. Проще говоря, к телефону айфону можно подключить две пары наушников AirPods, а сами AirPods Pro к двум телефонам подключить нельзя. И таких моментов очень много. В этом смысле Huawei со своими наушниками выигрывает. Можете мне писать что угодно в комментариях. По факту, в этом смысле они ушли далеко вперед. Сенсоры приближения работают с незначительной задержкой, во всяком случае на данный момент. По одному вкладышу отрабатывают, переподключаются бесшовно, но чтобы при снятии наушника перед тем, как приостановить его в бокс, музыка играла непрерывно, нужно отключать сенсоры приближения. Но это логично. Также тут есть двухрежимная запись звука в HD при 48 кГц. Емкость аккумулятора одного наушника составляет 30 мАч. Для полной зарядки с 0 до сотки понадобится целый час. Воспроизведение музыки с полностью заряженным чехлом 22 часа по заявлению производителя. Защита от пыли и влаги IPX4. Разумеется, не искупать я их не мог. После моих тестов с ними все хорошо, звук остался прежним, пока еще работают, но так делать нельзя. Для этого нужно минимум IPX7. Летим дальше. К приложению Huawei AI Live, доступное на Android и iOS, они подключаются. Перевод на русский хороший. В приложении нам доступна информация о заряде каждого наушника и кейса, история сопряжений, управление шумоподавлением, в котором два режима: обычный и комфорт. Дальше вкладки оптимизации и качества звука, настройки тапов, поиск наушников, справка, обновление и настройки, в которых можно только включить и отключить сенсоры приближения. Само приложение в использовании очень простое и удобное. Bluetooth версии 5.2, из кодеков нам завезли AAC и SBC, небольшой набор, но вполне достаточный. Через две стены не отваливаются и фризов абсолютно нет. Задержки на YouTube минимальны. В играх чуть более заметны, но это скорее для меня. Для вас они также будут неприметны. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны работают в пределах нормы, так как внешние шумы глушат хорошо. CVC отрабатывает. Примеры вы сейчас услышите, притом для обеих пар наушников. И вот он, пример работы микрофонов. У российской версии наушников Huawei FreeBuds 4 это вкладыши, у них есть активный шумодав, как вы еще не один десяток раз услышите в ролике. У них глянцевый кейс, конкретно у моей модели. И напоминаю, что сейчас, после того, как вы услышите этот пример, вы услышите пример работы микрофонов китайской версии, которую я покупал, получается, около месяца назад, даже больше. И которую в основном я и тестировал, эти тестировал я намного меньше. К чему это все? К тому, что если говорить про крышку, про которую я вам, по-моему, 4 раза напомнил, несмотря на то, что у этой модели крышка, у этой версии, потому что модель одна и та же,
расшаталась чуть-чуть, все равно она меньше шатается, чем у русской версии. Возможно, причина в том, что глянцевый пластик какой-то другой, возможно, еще в чем-то причина, но это не важно. Чем они отличаются, я вам также скажу, по-моему, суммарно 3 раза за ролик, поэтому это тоже не особо важно. Микрофоны по ощущениям работают одинаково, что на улице, что в помещениях. И какой вердикт? Вердикт тот же, что вы услышите и в конце ролика. Уши топ за свои деньги, вкладыши с активным шумодавом. Если еще будете брать, допустим, в РФ, то там какие-то подарки будут. Если в Китае, то можно подождать распродажи. Советую, невозможно их не советовать. Я не знаю, кто назовет лучшие вкладыши, кроме этих. Окей, Vivo TVS, там плюшек меньше, и по мне они уже звучат чуть-чуть хуже. И не запоминаем, что Vivo TVS 2019 года модель. Здесь все-таки более современные технологии, датчики и все остальное. Как говорится, дубль 2. Это тоже Huawei FreeBuds 4, только единственное не матового пластика. И это китайская версия данных наушников. Я уверен, что по микрофонам разницы вы не услышите. Единственное, конечно же, нужно будет подождать машин, потому что у китайской версии везения машин-то нет и ветер практически нулевой. А сейчас вы слышали версию для русского рынка. Еще раз повторяю, что уши радуют. Уши все равно глянцевые, скользкие, матовые, менее скользкие. Форма наушников такая же, как у AirPods. Если они вам удобны, то эти будут удобны. Дальше, по особенностям, я это в ролике говорил, и вы это должны запомнить. Если вы хотите вкладыши, но по каким-то причинам они у вас вылетают из ушей, напрягитесь, купите на Алиэкспрессе за 60 рублей эти накладки. Ну, купите 3 разных вида. Что-то подойдет, вырежете, будет удобно. Напоминаю, что вкладыши, и по моему мнению, по мнению многих других пользователей, так же как и некоторых медиков, намного безопаснее, чем затычки. Почему? Потому что на затычках вы привыкаете к громкости и постоянно ее выкручиваете все больше. На вкладышах такое не провернуть. Во-первых. Во-вторых, запас громкости при любом раскладе у каких-нибудь Syllable S101 по сравнению с Huawei FreeBuds 4 в разы выше, притом в плохом смысле. Вы ничего хорошего своему слуху не сделаете. Здесь запас такой, что при 80 слушать максимально комфортно, даже долбилку. А на сотке, наверное, уже с глухотой нужно будет слушать. Опять же, мое субъективное мнение, потому что есть люди, кому даже этой громкости мало. Если вам ее мало, я без сарказма очень советую вам сходить к лору. И надеюсь, что вы не будете меня в этом винить, потому что вам должно быть достаточно. Многие в отзывах пишут, что звук разный в зависимости от сопрягаемого устройства, а в особенности его марки и модели. Так вот, по моим тестам, звучание с OnePlus 7T Pro, с OnePlus 9 Pro, iPhone 11 Pro Max, Mi 11i и Huawei P40 разницы никакой нет. Звучание у вкладышей не плоское, бас объемный, но отличается от китайской версии. Здесь он больше бьет по ушам и гасит собой иные частоты, но не до конца. Натуральности, разумеется, мало, ведь это ТВС и при этом еще и вкладыши. Плюс есть тембральный окрас. За эти деньги среди вкладышей по факту лучшего звука просто нет. Запаса громкости хватает, но не до винегрета из мозгов. И повторяюсь, на данный момент звучание этих наушников лучшее на рынке и лучше, чем у моих любимых Vivo TVS, пусть и незначительно. А это значит, это лучшие по звуку вкладыши сейчас. Если знаете какие-то другие, напишите мне, я с удовольствием их куплю и протестирую. Из минусов: люфт у крышки, отсутствие беспроводной зарядки, скользкие наушники и сам зарядный кейс. И не супер большая автономность, я бы даже сказал, довольно малая. А цена их около $160, ссылка в описании к видео. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно их скину. По вопросу, откуда у меня эти уши, их прислал мне производитель без условий ТЗ. Китайскую версию я купил сам на Алиэкспрессе, вот вам и итог. По факту в русской версии, в отличие от китайской, нет анимации, но в китайской после последней обновы она тоже пропала. Пока нет беспроводной зарядки бокса, ну а из плюсов ценник в РФ такой же, как в Китае, и у вас на руках будет гарантия, плюс они часто подкидывают бонусы при покупке, сейчас вроде бы они дарили браслет. В итоге, к сожалению, выгоднее на данный момент в локале покупать. После месяца использования Huawei FreeBuds 4 китайской версии, естественно с новой прошивкой, глобальных изменений я не заметил, кроме исчезновения анимации. Некоторым кажется, что громкость разных смартов отличается. Я бы хотел посоветовать им купить амбушюры для более плотной посадки в ухе. Да-да-да,
да, на вкладыше они тоже бывают. Также в разных отзывах писали о проблеме работы левого наушника, которую должны были пофиксить. Но я с этой проблемой, к счастью, вообще не столкнулся в обоих девайсах. С новой прошивкой появилась более стабильная связь с устройством, хотя я и так особо не жаловался. Спустя все время, которое эти вкладыши у меня на руках, я в них не разочаровался, поэтому они остаются для меня топовыми. Vivo TVS, к сожалению, повторяюсь, играют очень близко, и я не могу прям однозначно ответить, что Huawei для меня лучше, но они мне по звуку больше близки и больше нравятся. Плюс у них плюшек значительно больше. Резюмирую, лучшие вкладыши, ничего не поменялось. Нереально активный шумодав для такого форм-фактора, который только заставляет вас удивляться, как они это сделали. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды. Завтра обзор на PowerBuds от Amazfit. Свежие, интересные, белые. Пишите, делать ли обзоры через месяц использования на другие топовые устройства. Я, кстати, Sony 4 купил. И лучше не смотрите мой обзор, если вы собираетесь их покупать. Потому что это лютый оверпрайс. 28 тысяч за что? Девайсу Huawei. Да, добра и удачи вам, дорогие друзья.